Всех приветствую, это видео про то, как снять задний бампер в Audi A6 C6 в кузове седан. В общем, почему я буду это делать? Потому что какой-то нехороший человек въехал, притер задний бампер, и у меня выпал парктроник, задний крайний. Кто-то говорит то, что можно эти парктроники достать как-то из-под бампера снизу, сняв накладку. Но, честно, я тогда попробовал подлезть. Крайний точно не получится. Средний, может быть, как-то еще как-то там можно, если у вас руки клешни, то можно, в принципе, попробовать подлезть, но без шансов, скорее всего. Поэтому буду снимать бампер. О том, какой инструмент понадобится, я, естественно, расскажу подробно, как это снять, что открутить. Вот. Делать это буду в сервисе самообслуживания, потому что сейчас погода абсолютно не предрасполагает к ремонту на коленке на улице, потому что идет снег, дождь, в общем, очень холодно. Лучше в теплом гараже. Вот, поэтому там, скорее всего, будет работать болгарка, гайковерт. Вставлю либо комментарий, либо запишу отдельно аудиодорожку. Но постараюсь как можно подробнее. Ну что ж, вечером поеду в сервис. Теперь о том, какой инструмент потребуется. Во-первых, это длинная торцевая головка на 10. Вот такой короткой не получится открутить две гайки. Затем Torx T25. Набор всяких удлинителей, трещоток. И очень полезно будет иметь вот такую электроотвертку. Здесь у меня парктроник провалился, видно царапины. И начинаем снятие бампера с откручивания трех винтов на Т25, вот этих вот крайних. Далее вот сюда влезаем в эту нишу. Здесь видим две гайки на 10. Они, грубо говоря, расположены под фонарем задние. Где-то в видео встречал информацию, что нужно снимать вот эту обшивку, откручивать вот эту петлю. Не вижу смысла, просто вот так вот отгибается обшивка, и вот та гайка, которую нам потребуется открутить для снятия бампера. Вот для нее как раз таки нужна длинная торцевая головка. Просто достаточно отогнуть. Кто-то говорит, что нужно снимать вот эту вот пластиковую накладку и разбирать полсалона. Блин, это бред, короче. С левой стороны, там где усилитель, то же самое. Две гайки в очень удобном доступе. Откручиваем головкой на 10. И вот эта вот гайка также абсолютно расположена за обшивкой. Последнее, что остается открутить, это три винта на Torx T25, которые крепят нижнюю юбку. Вот их как раз таки нужно снять, если хотите поменять средние парктроники. В общем, получается 6 боковых креплений, 4 под фарами, 3 снизу и 2 гайки, это которые на длинных болтах. И все, бампер можно отщелкивать. Здесь защелки надо аккуратнее, чтобы их не сломать. Но, в принципе, достаточно надежно. Просто нужно потянуть. Даже не с очень большим усилием. А потом нужно просто его стянуть на себя. И все, в принципе, на этом все. У кого-то в багажнике вода образовывается. Вот нужно проклеить вот эту решетку вентиляционную, на герметик посадить. И вот виновник торжества, из-за которого пришлось снимать бампер. Видимо, он уже когда-то ремонтировался. Не знаю, навряд ли это так с завода должно быть. Другие парктроники на месте стоят. Такое ощущение просто, что его просверлили, это крепление, либо чем-то таким прожгли насквозь. Вот, я решил его просто посадить на клей. Не знаю, как его снимают без снятия бампера.
по-моему, это очень проблематично. Вот здесь вот все обезжирил уже. И остается так же, как остальные парктроники, его приклеить. Для этого купил суперклей Момент и с кухни у жены взял соды. Это достаточно такое крепкое присоединение двух пластиков. Вот так сначала наклей, потом посыпал сверху соды и сверху еще добавил клея. Ну, надеюсь, будет держаться. Вроде как написано, что влагостойкий. Вот и все. Парктроник теперь работает исправно. Снятие бампера оказалось достаточно легкой процедурой. На все про все потрачено около 1,5 часов. По деньгам это получилось 300 рублей сервис и 100 рублей суперклей соды бесплатная. Надеюсь, это видео будет кому-то полезное. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока.